Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о скрытом смысле и отсылках к реальной жизни в фильме «Аватар». Премьера фильма «Аватар» состоялась в декабре 2009 года. Режиссером кинокартины выступил Джеймс Кэмерон, который работал над ней более 15 лет. Действие фильма происходит на уникальной планете Пандора. Ее обитатели живут в первобытной гармонии с природой и недовольны визитом землян, добывающих ценный минерал анаптаниум. Жанр фильма – научная фантастика. По факту же в «Аватаре» напрямую рассказывается об истинном устройстве нашего мира. В фильме поднимаются темы связи сна и реальности, а также присутствуют другие символичные моменты, дающие отсылки к реальной жизни. Создание «Аватара» началось в середине 1990-х годов, когда Джеймс Кэмерон написал 80-страничную концепцию сценария фильма. Предполагалось выпустить «Аватар» в прокат уже в 1999 году. Но, по словам режиссера, на тот момент еще не существовало технологий, способных воплотить его видение картины. В итоге съемки начались только в 2007 году, а спустя 2 года фильм вышел в свет. Действие «Аватара» происходит на вымышленной планете Пандора. Изначально это название вызывает ассоциации с ящиком Пандоры, означающим любой источник больших и неожиданных неприятностей. На деле же в фильме «Аватар» Пандора используется совсем в другом значении. С древнегреческого это слово переводится как «всем одаренные» или «одаряющие всем». В фильме жители Пандоры действительно получали от своей планеты все необходимое. Взамен они заботились о природе и бережно относились ко всему, что их окружало. Жители планеты Пандора называли себя Нави. Это дает отсылку к трехчастному делению мира в славянском неоязычестве. Согласно ему, 3 стороны бытия назывались Явь, Правь и Навь. Навь представляла собой обитель темных божеств, либо альтернативную вселенную, существующую по другим законам. Сам Джеймс Кэмерон говорил, что Нави переводится как «видящий народ». Я тебя вижу. Я тебя вижу. Это, в свою очередь, дает отсылку к книгам Карлоса Кастанеды. В них видящими называли тех, кто способен воспринимать мир в виде энергий. Планета Пандора олицетворяет собой нашу Землю. И именно такой она является на энергетическом уровне. В фильме «Аватар» говорится, что Пандора вместе со всеми ее жителями представляет собой единый организм. Это сеть, понимаете? Глобальная, к которой все Нави имеют доступ, могут скачивать и закачивать информацию, воспоминания. В центре всего находится Эйва, представляющая собой дерево со светящимися нитями, которые пронизывали все вокруг. Для жителей Пандоры она являлась божеством, дарующим жизнь. Кто же Эйва? Да так, божество. Богиня, мать всех живых существ, всего вокруг. Точно так же наш мир описывается в книгах Карлоса Кастанеды. По словам Дона Хуана, люди, которые могут видеть мир на энергетическом уровне, утверждают, что Земля является единым чувствующим организмом, окончательным источником всего, чем мы являемся. В давние времена люди понимали и осознавали это. Сейчас же каждый из нас считает себя обособленной частицей, отделенной от остального мира. Рассказывая о планете Пандора, главный герой Джейк Салли неоднократно делает акцент на энергии, пронизывающей все вокруг. Она говорит о потоке энергии, который пронизывает все вокруг. Рождение и смерть живых существ он описывает как заимствование энергии и последующее возвращение ее к первоисточнику. Говорит, что энергия дается на время, и однажды придется ее вернуть. Примерно эти же вещи описывает в своих книгах Карлос Кастанеда. Важно понимать, что планета Пандора не представляет собой образ нашей Земли в прошлом. Такой она является и по сей день. Вот только люди, зацикленные на материальных ценностях, утратили доступ к этому миру и потеряли с ним связь. В самом конце фильма говорится о том, что людей изгнали с планеты Пандора и лишь немногим позволили остаться там. Земляне вернулись в свой умирающий мир. И только немногим разрешили остаться. В целом фильм «Аватар» имеет множество отсылок к книгам Карлоса Кастанеды. К примеру, главный герой Джейк Салли ведет видеодневник, в котором рассказывает о своих приключениях на планете Пандора. Мне что, говорить все подряд в камеру? Да, заведи себе привычку записывать все, что ты видишь и слышишь.
Это часть работы. Точно так же Кастанеда представляет свои исследования в формате дневника. Оказавшись среди жителей планеты Пандора, Джейк получает возможность обучиться их культуре и искусству. Кастанеда же учился искусству магии у индейцев Яки. Оба они проходили необходимые испытания и посвящения по окончанию обучения. Укрощение экрана, или банши, первое испытание для охотника. Сходство можно проследить и в отдельных деталях. К примеру, во время обучения охоте Нейтири говорила Джейку о необходимости просить прощения у убитых животных и благодарить их за предоставленный дар. Точно так же поступал Дон Хуан, взаимодействуя с природой. Сцены, в которых Джейк приручал летающего дракона, напоминают укрощение так называемых союзников. Теперь выбери себе экрана. Ты почувствуешь его. Если и он выберет тебя, действуй быстро. У тебя одна попытка, Джейк. А как понять, что он меня выбрал? Он захочет тебя убить. При этом народ Пандоры, точно так же, как и индейцы Яки, наблюдали за знаками и следовали им. Что это было? Главный герой «Аватара», бывший военный Джейк Салли, намеренно представлен инвалидом. С помощью такого приема режиссер показал ограниченность людей в повседневном мире. Находясь в теле аватара, Джейк чувствовал себя свободным и сильным. В человеческом же теле все было наоборот. Таким образом, зрителям символично показано, что настоящая жизнь находится за пределами нашей реальности. В то же время в фильме делался акцент на том, что оба мира, в которых проживал Джейк Салли, были настоящими. Несмотря на то, что к аватару он подключался только во сне, все вокруг и он сам существовали на самом деле. Подобным образом зрителей подводят к идее о том, что все, что мы видим во сне, так же реально, как и повседневная жизнь. Тема сна и реальности в фильме «Аватар» является одной из ключевых. С первых же секунд озвучиваются мысли главного героя, лежащие в основе сюжета. Когда я лежал в военном госпитале, с ранением, перечеркнувшим мне полжизни, я стал видеть сны, в которых я летал. Я был свободен. Здесь в очередной раз подчеркивается, что настоящая свобода человека именно во сне. Джейк говорит о необходимости проснуться. Но рано или поздно приходится проснуться. Однако заканчивается фильм тем, что его сознание полностью переносится в аватар, то есть главный герой остается в мире своих снов. Все это символично показывает, что при определенной степени осознанности человек может полностью переместиться на энергетический уровень, покинув материальный мир. Представители племени Нави называли Джейка в теле аватара ходящим во сне. Это дает отсылку к телу сновидения, описанному в книгах Кастанеды. При этом, когда Салли засыпал в реальном мире, он просыпался в аватаре. Если же засыпал аватар, Джейк приходил в себя в своем теле. Спустя какое-то время после начала путешествий по планете Пандора в теле аватара главный герой начал путать сон и реальность. Прошло всего 3 месяца, а я с трудом вспоминаю прошлое. Я уже не знаю, кто я. При этом в его мыслях проскальзывала идея о том, что настоящая реальность находится совсем не в мире его повседневных дел. Кажется, что реальный мир там, а это все страшный сон. Все это также дает отсылку к идее о том, что увидеть мир таким, какой он на самом деле, можно лишь во сне. В фильме символично показано, почему люди лишились возможности видеть мир энергий и утратили связь с Богом. Виной всему зависимость от материальных благ и привязанность к деньгам. Захватчики, высадившиеся на планете Пандора, были одержимы мыслью добыть редкий минерал, который стоил бешеных денег. Ослепленные жаждой наживы, они готовы были уничтожать все вокруг и убивать живых существ. К слову, эта часть сюжета также дает отсылку к книгам Кастанеды. В них говорится, что индейцы племени Яки, которые были видящими и жили в гармонии с природой, столкнулись с колонизаторами, безжалостно истреблявшими их народ. Помимо всего перечисленного, в фильме «Аватар» присутствовало множество мелких символичных моментов. К примеру, в самом начале, когда Джейк Салли еще не попал на Пандору, он был показан на улицах мегаполиса. На лицах окружавших его людей можно заметить маски, которые в 2020 году пытались надеть на всех жителей нашей планеты. Возможно, что уже тогда шло программирование событий, случившихся спустя 10 лет. У Джейка Салли был брат-близнец. Предложение поучаствовать в программе «Аватар» он получил именно после смерти брата. В
вашего брата вложены значительные средства. Мы хотим предложить вам завершить его контракт. И так как ваши с ним геномы идентичны, вы бы могли пройти его путь. Этот факт может иметь особый символизм. Он дает отсылку к теме двойников или так называемых дублей, имеющих для иллюминатов особое значение. Люди в черном предложили Джейку пройти путь его брата в новом мире, то есть развить дубля и научиться управлять им. Когда космический корабль землян приземлялся на планету Пандора, членами экипажа была сказана следующая фраза. «Адские врата, борт 1.6 прошел маяк». Это представляет собой некий намек на то, что прежде чем увидеть настоящий мир энергии, нужно пройти через врата ада. Кроме того, на протяжении всего фильма «Аватар» в кадре периодически присутствовал один глаз – символ всевидящего ока. Таким образом, фильм «Аватар» строится на концепциях учения Карлоса Кастанеды. В нем говорится о том, что мир представляет собой энергию, а все вокруг тесно связано друг с другом. Человек может увидеть этот мир через свои сны, а при определенном уровне осознанности стать его частью. В заключении важно отметить, что книги Кастанеды вместо пути к свободе могут заманить человека в ловушку. На определенном этапе всем, кто занимается осознанными сновидениями, приходится столкнуться с миром неорганических существ или демонами. Противостоять их искушению очень сложно, а потому есть риск навсегда остаться в аду. И именно поэтому осознанные сновидения могут быть очень опасными. Заниматься ими стоит лишь людям с несгибаемой волей и намерением, цели которых не связаны с благами материального мира. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.